Всем привет! Похоже, жизнь автомобилистов в России уже никогда не будет прежней. В последнее время произошло много изменений на нашем авторынке. Сейчас остановлено производство автомобилей почти на всех заводах иностранных брендов в России. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Компании General Motors, Renault, Nissan, Toyota полностью ушли из России. А Hyundai, Kia, Volkswagen, Mitsubishi и другие пытаются продать свои заводы китайцам, так как собирать новую продукцию попросту не из чего. Цепочки поставок комплектующих и новых авто разрушены, а продажи по сравнению с прошлым годом сократились на 60-70%. За прошедшие полгода не появилось ни одного стабильного канала поставок комплектующих в Россию. И похоже, быстро эту проблему решить не удастся. Даже такая сравнительно мелкая задача, как подбор альтернативного поставщика ESP и подушек безопасности для автомобилей Lada, сейчас растягивается чуть ли не до конца 2024 года. Впрочем, это не означает, что производители дружно с концами покинут нашу страну. Да, после истощения остатков складских запасов продавать им фактически будет нечего. Но останутся гарантийные обязательства перед существующими клиентами, как минимум на несколько лет. Да и сохранение отношений с дилерами – дело важное. Особенно если в будущем появится возможность вернуться и возобновить деятельность. В связи с последними событиями в России стремительно стал развиваться параллельный импорт, благодаря чему на российский рынок хлынул поток новых иномарок из Японии, Эмиратов, Кореи, а также других стран. Именно этот канал поставок станет основным в следующем году. И это хорошо, так как цены на машины, ввезенные по параллельному импорту, заметно ниже, чем у официальных дилеров. Также совсем скоро на отечественном рынке появятся незнакомые россиянам марки. Это китайский танк Амода Хонци, иранский Иран Хорда Саипа, индийский Тата Махидра и африканский Кира. Кроме того, в Москве на бывшем заводе Renault до конца текущего года обещают якобы начать выпуск машин под маркой Москвич. Причем дилерская сеть этого бренда якобы уже формируется в 23 городах России. Будем посмотреть, что из этого правда. Но лидерами российского авторынка в следующем году станут отечественные АвтоВАЗ, а также именитые китайские автогиганты Chery, Havail и Geely, которые, несмотря на санкции, настырно расширяют свое присутствие в России. Ну и обещанная мною шутка юмора. Мои работники уже 3 года не требуют повышения зарплаты. Хотел бы я знать, где они меня наебывают. А на этом все, буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Как вы видите будущее нашего авторынка? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, чему бы жизнь нас не учила, а сердце верит в чудеса.